Смешные люди, понимаешь ли. Перед Новым годом они все мечутся, закупают колбасу, едут на другой конец города, чтобы купить самый лучший сыр, хотя рядом продают точно такой же. И все думают о том, что же будет такого удивительного на новогоднем столе. Товарищи, прошло уже несколько лет, как я абсолютно перестал пить любой алкоголь. Перешел, так сказать, на тренерскую работу. Но, тем не менее, могу вам сказать, что 31 декабря – это очень правильная дата, чтобы подумать о том, что вы будете кушать 1 января. Не колбасу надо искать, не колбасу, не сыр и даже не соленую рыбу. Искать, ребята, надо говяжий хвост, а лучше 2. 2 хвоста получится вкуснее, чем 1. Не знаю, как у меня так получается, я вот прям ножом провожу и попадаю точно вот точно куда надо. Давайте я на примере этого хвоста вам покажу еще раз, как это делается. Ну, здесь вот чувствуется, где эти позвонки, вот где шевелится, понимаете? И в этом месте хвост чуточку шире. Вот посмотрите, вот он здесь, чуточку шире. Раз, и почти попал. Понимаете? Не нужен никакой топор. Скажите мясникам, убери топоры, а то дядя Сталик ругать будет. Нарежьте хвостики аккуратными кусками. Это очень важно. Замочите горшки. Если они у вас не обливные, если это на самом деле правильные керамические горшки, то сначала их надо замочить. Пусть они постоят сутки с водой, а потом вылили эту воду, да и все. Принюхайтесь, там нет ли каких-то посторонних запахов. То бывает, там рыбу приготовят в горшке, а потом в этот же самый горшок положат и мясо. Горшок впитывает, керамика впитывает в себя все вкусы, все ароматы. Ух. Говяжий хвост. Многие пренебрегают говяжьим хвостом, и такие люди, они обычно еще и когда говоришь слово кишки, они говорят фу. Когда говоришь слово колбаса, они говорят да-да-да. Ну правильно, они же едят ту колбасу, которая в целлофан упакована. Говяжий хвост – вкуснейшее мясо. Вкуснейшее. Невероятно ароматное. Я как-то раз, знаете, что делал? Гриль у меня тут был. Настроил этот гриль на 130 градусов. И сложил так вот пару хвостов в один большой керамический горшок. И поставил этот горшок на ночь, на 12 часов. Ни 1 грамма воды не добавлял. Ни лук не добавлял. То ничего, вот просто хвосты сложили, посолили и все. На другой день в обед открываем этот горшок. Он полный бульона. То есть вот этот хвост, невероятно сочное мясо, весь этот сок выделился, и образовался бульон. Если какие-то куски слишком крупные, ну, не знаю, там, возьмите топорик в руки. В общем-то, хвост рубится очень легко, оказывается. И здесь у меня вышло 22 куска, горшков у меня 12. Такого крупного куска достаточно одного. И кусок хвоста, да еще с жирком, я прикладываю вот сюда, вот к боку. Так, чтобы он, даже несмотря на то, что здесь будет вода, чтобы он припекся. Понимаете? Чтобы вкус дымка отдал в бульон. Поехали. Идемте. Смотрите, как я буду раскладывать. Небольшие куски, по 2 кусочка в один горшок. Вот полюбуйтесь, какой кусок. Вот здесь вот этот жир, он вкуснее курдюка. Вот жир, который растет на говяжьем хвосте, он вкуснее курдюка. Но мяса здесь не очень много, поэтому прикладываем к нему 2 кусочек. Значит, жирком сюда к низу, 2 кусочек мяса вот сюда. Ну и так далее. Картина, конечно, более чем приятная.
более чем любезная глазу любителя вкусно повеселиться. Всегда жирком к боку и вниз. О, роскошный кусочек. Вот это вот запишите, это никому, это только мне. Ладно? Шучу. Все самое лучшее детям. Некоторые горшочки, я вам скажу, получатся такие, ну, прям мужские. В них будет мяса чуть побольше, чем в обычных. Так, вот сюда добавим. Это сюда, это сюда. Все, всем поровну, всем поровну. Разве что посолить сразу, именно на мясо. По хорошей такой щепоти соли. Вот берем всеми 5 пальцами, сколько помещается. Я думаю, этого будет достаточно. Вот. Знаете, ведь сюда особо-то больше ничего так и не надо. Вот если только лука хорошего, беру лук-шалот. Он повкуснее, поострее, лучше держит форму. Он выдержит 12 часов в горшочке, пусть даже и при невысокой температуре. Нарезаем его такими полукольцами. А пахнет, как знаете. Пахнет этот лук замечательно. И в такие блюда вообще, вот простые блюда, ну что здесь будет? Вот, ну, мясо там и что-то для того, чтобы было что-то поесть. Там картошка. И для того, чтобы это было все не слишком жирным, казалось, немножко перца, может быть, острого, кому-то не острого. Помидоры для того, чтобы уравнять сладость от мяса и лука кислинкой помидора. Вот, и все, и больше ничего не нужно сюда. И в такие лаконичные блюда очень важно положить продукты, которые принесут с собой вкус, аромат, красивый цвет. В общем, когда блюдо сложное какое-то такое, ну, многоэтажное, архитектурное, там можно поставщику продуктов исхалтурить. Но в блюдах простых, которые вот просто раз-два готовятся, продукты должны быть самыми лучшими. Имейте в виду. Лук-шалот, конечно, стоит дороже, чем обычный лук. И, наверное, можно и обычный положить. Но если речь идет о празднике, то давайте сэкономим на чем-нибудь другом, не на продуктах. Это я уж вас очень прошу. И это должно быть вкусно. Не только мужикам, да? Не только тем, которым вот лишь бы погорячее, да пожирнее, да понаваристее. И чтобы был лишний повод сказать тост. Это блюдо должно быть приятно на вкус всем. Многие народы готовят блюдо с хвоста. Я как-то раз в Корее был, и вот мне надо было очень рано улетать самолетом. Обратился в ресторан, что у вас дают в 5 утра. Они говорят, суп из бычьего хвоста. Ну, я обрадовался, это же хаш практически. И вот принесли абсолютно чистый, не заправленный ничем бульон. Ни там те картошечки, ни помидорчика. А все приправы отдельно. Понимаете? И вот сам себе конструируешь, что ты будешь кушать, а что нет. Ну, конечно, корейцы-то они такие, они сладкоежки. Без чеснока и перца ничего не кушают. Теперь разложить лук более-менее равномерно. Но эта задача очень простая, да? Вот так, по чуть-чуть. Много не надо. И можно, конечно, в такой суп добавить и чеснок, и что угодно, и еще и перец. Но, может быть, есть смысл пойти по корейскому пути и кое-какие продукты добавить уже в готовый суп. Особенно те, которые несут яркий аромат и которые выветриваются легко при кипении. Кипеть-то будет долго, хоть и побулькивать будет медленно, так аккуратно, осторожно, но все это будет продолжаться очень долго. Думаю,
часов 12, а можно и 14. При медленном приготовлении, а я имею в виду температуру в духовке градусов 130 поначалу, может быть, утром, как проснусь, вообще убавлю на 110 градусов. Сейчас уже вот поздний вечер. Что такое 110 градусов в духовке? Это означает, что внутри будет едва-едва кипеть. И все будет кипеть под крышкой. И кроме того, есть у меня еще кое-какие идеи на утро. Но об этом мы с вами завтра и поговорим. Да не, ну какая же это реклама? Это рассказ о том, как мы любим готовить и умеем снимать хорошую еду. Ну или толстый намек на то, как могла бы выглядеть ваша реклама, если бы вы разместили ее у нас. Да это была бы просто огонь, а не реклама. Ну а пока наслаждайтесь и приятного вам аппетита. Прежде чем разливать воду, необходимо добавить еще один продукт. Это горох. Горох нут, который мы замочили загодя. То есть еще вчера. Замочили в хорошей воде тасай. Иногда горох замачиваешь, вот подойдите сюда и посмотрите поближе. Это не вареный горох, это просто замоченный горох. Вот каким он был сухим, и вот каким он стал замоченным. Видите, какая разница? Это потому, что вода хорошая. Будешь делать то же самое с водой так себе, может быть, еще и соду придется добавить, потому что вот горох не будет так разбухать. Ну а пока что вот давайте на каждый горшочек по одной ложке гороха. Будет очень вкусно. Ручаюсь, будет вкусно, будет, вот там будет что поесть. Если разложим по ложке, а горох еще останется, ну добавим еще по чуть-чуть, чтобы получилось более-менее равномерно, чтобы никого не обделить ни одной горошинкой. Горшочки чуть больше полулитра. Мясо я положил в каждый горшочек, думаю, грамм по 120, а может по 150. Да кто считал? Зачем считать? Вот так положите и все, на глаз. Ну что вы думаете, если вы положите вот там мясо не 130 грамм, а 125, то у вас все ничего не получится, в рот взять нельзя, да? О, полно гороха, еще по одной ложке раскладываем. Вот это да! Это будет обед на весь день после праздника. Проснулись, поели как следует и на лыжи, на санки, детишек катать, да? Хватит пьянствовать. Отметили Новый год, выпили там, не знаю, по фужерчику шампанского, потанцевали, зашли ко мне в мою группу в Одноклассники, где проходит отличнейший концерт. Новогоднюю ночь там будет идти отличнейший концерт. Вот кого показывают постоянно по телевизору, вы здесь у меня не увидите. Не от того, что я их не люблю, а от того, что должна быть какая-то альтернатива. Люди, которые любят хорошую музыку, должны иметь свою отдушину. Я вас от всей души приглашаю. Знаете, сколько гороха было? 300 грамм. Смотрите, сколько вышло. Ужас. Раскладываю, он не кончается. Так скушать, что ли? Вот. Картошечка. Есть варианты. Положить ее в горшок уже завтра. Ну, часа за 3, за 4 до готовности. Там такое будет медленное кипение. Я не знаю, что будет, если положить ее сегодня. Но я чувствую, что в горшке, если картошка готовится вот, не просто в бурлящей воде, а вот так в горшке, томится, может получиться даже очень интересно. Давайте попробуем. Будет плохо, я вам честно скажу. Окажется хорошо, будете пользоваться моей добротой. Так, по картошечке. Каждый горшочек по картошечке. Ох.
Да все равно придется по две класть. Сразу начну по две раскладывать. Одна маленькая, одна побольше. Одна маленькая и одна побольше. Пусть картошечка даже выпирает немножко сверху. Еще вкуснее получится такая картошка, которая будет не полностью погружена в воду, а так вот только по пояс. О, это будет очень вкусно. Вообще, то, что мы с вами готовим, вполне себе потянет на суп в какие-нибудь мишленовские рестораны. 3 картошечки осталось. Ну, там, конечно, нарежут таким кубиком аккуратным. А у нас все так, по-мужицки, по-сиволапому. Чего еще хотели бы добавить сюда? Ну, воду-то это понятно, я добавлю воду. Давайте добавим что-то для красного. Утром проснулись, а у вас здесь что-то красное. Семечки не нужны. Вот такой перчик. И давайте вот что. Значит, у меня здесь есть несколько перцев, но это вот прям для мужиков. По одному сухому перцу на горшок, на мужские порции. А женские и детские могут быть без перчика. Но если у кого-то жена любит острое, значит, попросит у мужа. Муж с ней поделится, и все будет хорошо. Никакой тебе ни драки, ни скандала, ни спора после новогоднюю ночь. Почему весь перец сам съел? Ну, знаете, что я хочу сказать? Помидоры-то я уж точно завтра разложу. Завтра добавлю помидоры в каждый горшочек, сколько требуется. А вот сегодня здесь уже все есть, все очень хорошо. Ух, какая красота. Красота ведь? Красота? Нравится вам? Ну, смотрите и учитесь. Никаких специй не надо. О, вот так. Вот так. Мне даже интересно, насколько хватит этих 2 бутылок. Хватит ли 2 бутылок на 12 горшочков по числу гостей. 2 бутылки 1,5-литровые воды Тассай. Точно хватит. Понимаете, вот что значит люди невредные, да? Когда человек невредный, у него все получается ровненько. Точно 1 бутылка на 6 горшков. Регулируйте духовку на 130 градусов. И под крышкой это все будет очень долго закипать. Часа через 2 только закипит. Но если опасаетесь, то на ночь можно вообще там поставить 100 градусов, 105 градусов, и пусть так стоит, томится. Но при 130 градусах, еще раз говорю, ничего не случится. Она не перекипит у вас особо. И бульон образуется здесь просто самый восхитительный, самый замечательный. У говядины есть еще голяшка. Голяшка тоже имеет такое свойство. Но хвост лучше. Хвост можно варить дольше. И поэтому получается все гораздо ароматнее, наваристее. Да? Понимаете? Ну, это вот тут осталось чуть, это я за ваше здоровье выпью. Поздравляет всех подписчиков канала Сталика Ханкишиева, всех участников групп в социальных сетях, Одноклассники, ВКонтакте. С Новым годом! И до встречи 1 января. Сейчас вы посмотрите, как я ставлю это все в духовку. Потом небольшая реклама. И сразу после рекламы открываем горшочки, добавляем волшебные ингредиенты и радуемся жизни.
Могу вам сказать, ребята, что у меня сложилось впечатление, по-моему, каждый горшочек весит не менее килограмма. Ну да, сам горшок сколько-то весит, и внутри него содержимого грамм 600-700. Так что это точно говорю вам, дневная доза белковой и углеводной пищи. Разве что только салатиком да водичкой. Нет, лучше чаем. Чай, самовар. Самовар растопите в Новый год. Вот будет что вспомнить. Ну все. С Богом. Бисмилlah рахман рахим. До утра. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Доброе утро. Как спалось? Запахи не мешали? Могу сказать, что мне запахи, исходящие из этих горшочков, мешали очень. Знаете, если, проснувшись утром, вы обнаружите, что часть бульона выкипела, в этом нет ничего страшного. Просто возьмите кипяток и долейте еще немного воды. А сейчас самое время опустить сюда помидоры. Понимаете, картошка-то уже готова вполне, а помидорам... Да помидоры можно и сырые есть. Самое главное, что они дадут нам, это кислинка. Кислинка так необходимая утренним супам, предназначенным для 1 января. Помидорчики. Я думаю, что по одной помидорке на каждую порцию вполне достаточно. Помидоры мытые, не волнуемся. Режем их пополам и укладываем вот так. Вот так. Понимаете? Пусть они своим разрезом, своей кислой стороной окажутся внутри бульона. Ух, а пахнут как. Вот ботву стоит только потрогать, вот это вот шелестик снять. Запах замечательный. В какое хорошее время мы живем, понимаете? 31 декабря у нас на столе свежие помидоры, которые еще и пахнут грядкой.
В общем, можно поставить минут на 15-20, но пока там стол накроют, и все будет готово. Подавайте. Величайший повар 20 века Поль Бакюс получил орден, какой-то там великий французский орден, за рецепт супа. Я ел этот суп. Я был у него в ресторане. Знаете, там тоже был очень хороший суп, не буду подробно рассказывать, как-нибудь покажем. Горшочки с супом в его ресторане были покрыты чудесным слоеным тестом. Я купил готовое слоеное тесто в ближайшем супермаркете. Здесь 2 листа, так, да, ну, значит, надо немножко раскатать. У слоеного теста есть секрет. Его следует раскатывать только в одну сторону, иначе слои потеряются. Вот и все. И теперь разрезаем на 3 части. Такого квадратика вполне достаточно для того, чтобы укрыть один горшок. И чтобы тесто приклеилось к горшку, у меня здесь есть вот яйцо, разведенное со сливками. Очень такой получится вкусный клей по периметру. Попробуем. Вот так и продолжаем. По чуть-чуть клея на каждый угол и на горшочек. Оставшееся яйцо со сливками тоже пригодится, потому что если все это помазать сверху, тесто, получится очень румяно и очень красиво. Знаете, ну, в принципе, вот и без теста можно было бы обойтись, да, и можно было бы обойтись без смазки яйцом, сливками, без очень много чего можно было бы обойтись. Ну, тогда получится просто заурядная еда. Да? Ну, такая, по принципу, извиняюсь за выражение, лишь бы пожрать. У нас канал про другое. У нас канал про искусство, про радость кулинарии, про счастье кулинара. Знаете, есть у вас такая книжка? Очень рекомендую купить. Книжка, которая называется «Счастье кулинара». В ней только наши домашние любимые рецепты. Поэтому я беру и посыпаю вот это все еще и кунжутом. Тут булочки с кунжутом, они же очень вкусные, да? А если посыпать не только кунжутом, но еще и седано, или как ее называют еще чернушка, нигелла, то будет еще ароматнее, будет пахнуть узбекскими лепешками. Ах, как вкусно будет! Пока мы здесь возились, горшочки остыли. Сейчас не градусов 70-80, а то и хорошо. Потому что для запекания теста необходимо поставить температуру в печке, ну, как минимум градусов 160. А горшочки как раз за то время, пока тесто будет запекаться, и будут готовы полностью. Просто еще раз нагреются до температуры кипения. Вот и все. Все готово. Расчет был точный. 15 минут, 160 градусов. Но это если с учетом того, что вы готовите в точно такой же духовке, как у меня. А если у вас духовка другая, ребят, ну тогда надо как-то перестроиться, перенастроиться, понимаете, да? Какой откроем? Давайте вот эти красивые я оставлю для гостей. Видите, вот сейчас музыканты придут. И будем записывать для вас чудесный новогодний концерт, который вы увидите в моей группе
на сайте Одноклассники. А вот это, который тесто, вот, видите, не поднялось. Почему оно не поднялось? Потому что стянулось, и пар отсюда выходил. А здесь вот все приклеилось как надо, и пар надувал тесто. Оно приподнялось, и все выглядит, ну, не так, как у Поля Бакиусова. У Поля Бакиусова было лучше, правда скажу. Но неплохо, согласитесь, неплохо. У вас получится еще лучше, потому что вы уже знаете все мои ошибки. Я все вам рассказываю честно, как надо. А пока что давайте вот как поступим. Ой, тесто. О-хо-хо-хо. Скажите, пожалуйста, кого еще волнует, как получилась картошка? Меня, например, волнует, честно скажу, волнует. Я никогда не готовил картошку 12 часов вместе с супом. Все, осталось теперь уже ложкой выковыривать. Горох, картошка, мясо. Еще раз мясо. Я вот этот кусочек мяса вот сюда положу. Для того, чтобы показать вам, каким получается говяжий хвост, если его правильно приготовить. Во-первых, обратите внимание, что суп в буквальном смысле слова печеный. Видите, он такого буро-красного цвета. Да? Все как положено. Идите сюда. Идите ко мне поближе. О. Видали? Вот, дорогие товарищи, дай Бог, чтобы весь новый 2024 год выглядел у вас вот так. Будьте здоровы, живите богато. Мы до дома, до хаты не уезжаем. Нам и здесь хорошо. Нас и здесь неплохо кормят. С Новым годом! Приятного вам аппетита!